Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я покажу вам, как подготовить к работе программы QCA, а также расскажу вам об особенностях их интерфейса. Программы QCA подготавливаются к работе при первом запуске любой из них. Я сделаю это на примере программы QCA Asphalt. Запустим ее. Итак, при первом запуске мы попадаем вот на этот экран с двумя кнопками. Но у вас перед этим может быть еще один экран, если у вас не активированы макросы. Сейчас я его покажу. На этом экране вам нужно будет разрешить активацию макросов или редактирование. Сейчас вам покажу, как выглядит этот экран. Итак, когда вы запустите программу, вы, скорее всего, увидите вот такой вот экран. Здесь сообщение на 3 языках о том, что необходимо активировать макросы, нажав кнопку в верхней части экрана. Вот у нас тут светло-желтая полоса. И у меня кнопка Enable Content. Но она может называться по-разному. Может быть Enable Macros, может быть Enable Editing. То есть активировать содержимое, активировать макросы, активировать редактирование. Что-нибудь такое. В общем, кнопка, которая сверху расположена. Так, ее нажимаем. Программа пошла дальше. Просто с того экрана вы сможете продвинуться дальше, чтобы пользоваться программой, только нажав эту кнопку. Иначе вы будете все время находиться на том экране. Итак, мы перешли к данному экрану. И здесь мы можем либо подтвердить свое согласие с условиями использования программ QCA и двигаться дальше, либо ознакомиться с ними. Давайте ознакомимся с ними, посмотрим, как это выглядит. Так, мы попадаем в раздел документации. Здесь много различных разделов, в том числе ссылки на ролики, плейлисты в YouTube с помощью по различным темам, общий плейлист, в котором все общие аспекты программ QCA, в том числе данное видео, а также по каждой из программ плейлист, который рассказывает об ее настройках и других особенностях, разбирает различные примеры, алгоритмы. И вот есть раздел «Условия использования и лицензирования». Также на эту тему есть отдельное видео в этом же плейлисте, что и данное видео. Также можем перейти в меню, посмотреть, что у нас есть вот основной раздел, раздел с настройками, раздел о программе QCA Asphalt. Давайте заглянем в него тоже. Здесь важно, что сверху у нас есть возможность выбора языка. Давайте переключим, например. Вот английский. Обратите внимание, что с краю есть треугольничек зеленый, который говорит о том, что значения в этом поле выбираются из списка. Вот мы его видим. Здесь тоже много полезной информации, в том числе контактные данные. Так. Мы посмотрели про программу QCA Asphalt. Далее идут документация, куда мы уже смотрели. Лицензирование. Это сейчас отображает нам тот экран, на котором мы остановились. То есть мы можем сюда вернуться таким образом. Можем также вот с этого листа вернуться. Здесь где-то есть кнопочка соответствующая. Давайте посмотрим. Вот она. Можем также из раздела условий вернуться на этот экран. Так, посмотрим еще на меню. И здесь опять-таки ссылки на
плейлисты в YouTube, про которые я уже говорил. В данном случае общий и на программу QC Asphalt, а также на странице Facebook, странице QC и Leverage for Excel. Так, ну что же, будем считать, что мы ознакомились с условиями использования, согласны с ними и идем дальше. Так, мы попадаем на следующий экран. Сверху мы видим поле с идентификатором нашего компьютера. Это поле мы можем выделить, мы не можем его редактировать, но мы можем из него копировать. Копировать так же, как и из любых других полей, мы можем, нажав Ctrl-C. Сейчас посмотрим. Ctrl-V вставить. Вот мы видим, что мы его вставляем. Таким образом, вы можете копировать номер вашего компьютера из этого поля в вашу заявку на приобретение пакетов вычислительных единиц. Далее, после того, как вы купили пакет вычислительных единиц, вы получаете от нас номер лицензии. Вот у меня, например, есть такой номер, и сейчас я его вставлю. То есть вы его от нас получаете, например, по почте. Скопировали, и можно двигаться дальше. На самом деле, у вас может быть несколько лицензий, соответственно, несколько лицензионных ключей здесь можно зарегистрировать. Почему несколько лицензий, будет рассказано в отдельном видео, которое посвящено лицензированию и покупке программ QCA в этом же плейлисте. И здесь есть еще один блок с вашей персональной информацией, который используется для подписи ваших отчетов, публикуемых отчетов. Имя, должность, компания, логотип, ссылка на сайт вашей компании или страницу и скан вашей подписи. Логотип и скан подписи могут содержаться в файликах отдельных, и здесь к ним должны быть указаны пути. В данном случае это пути к файлам, которые поставляются вместе с релизом. Все это примеры для компании Leverage for Excel, ссылка на ее страницу в Facebook, ее логотип и подпись. Давайте посмотрим. Вот у нас папка, в которой находится релиз. Заходим в него и видим здесь вот эти файлы: лого, логотип. Здесь может быть логотип вашей компании, и тогда он появится в программе и далее в опубликованных отчетах, и подпись. Ну, то же самое, может быть ваша подпись. Если вы хотите, чтобы скан подписи вставлялся в опубликованные отчеты. Если вы этого не хотите, тогда вы можете стереть содержимое в это поле, нажать Delete и дальше подписывать ваши отчеты вручную, если вы это хотите. Что касается этих файлов, то, как я уже сказал, вы можете просто заменить содержимое этих файлов, то есть переписать эти файлы с этими же именами. Тогда здесь ничего не надо менять. Только ссылку замените здесь, если хотите, чтобы была ссылка на логотипе. Также можно стереть, тогда ссылки не будет. Либо вы можете записать в эту же папку файлы с другими именами, тогда надо будет здесь также эти имена подправить. Либо вообще указать путь к вашим файлам, которые содержатся где-то в другой папке. Здесь важно отметить, что путь к этим файлам указан вот из этой папки, из папки, откуда запускается программа. Вот эти вот BAT файлы содержатся для запуска.
точка соответствует вот этой папке, 2 точки соответствуют поднятию на уровень вверх в эту папку. Соответственно, если вы хотите перейти к своей папке, вам нужно будет еще подниматься на какое-то количество уровней вверх, каждый раз добавляя двоеточие и слэш, может быть вплоть даже до диска, и дальше уже указывать путь к вашему файлу. Давайте я заполню эти поля для примера просто. Итак, я заполнил эти поля, и мы можем регистрировать всю эту информацию. Все, оно готово. Можно продолжать и переходить на основной лист. А здесь мы видим информацию о лицензиях. Подробнее об этом будет рассказано в соответствующем видео. Так мы видим логотип со ссылкой на сайт или страницу, имя, должность сотрудника, который подготовил отчет, и скан его подписи. Ну, здесь важно еще отметить, что на самом деле это лишь, так сказать, дань традициям, а у опубликованного отчета при помощи вот этого действия есть цифровая подпись, которая делает его неуязвимым, защищенным. Ее всегда можно проверить и, соответственно, убедиться, что опубликованный отчет никто не изменил. Речь идет об отчете в формате Excel. Речь идет об опубликованном отчете в формате Excel. Далее мы видим, что здесь есть зеленые поля, которые предназначены для ввода ваших данных. Все остальные поля редактировать нельзя. Такие же поля есть вот и ниже, в более детальных блоках. Как я уже сказал, мы можем пользоваться копированием при помощи Ctrl-C и Ctrl-V в одну или несколько ячеек. Можем стирать, нажимая Delete. Можем вот так вот ухватить за уголочек ячейку, одну или несколько, сейчас покажу на одной, нажать левую кнопку мышки и протащить. Таким образом, в данном случае скопируется значение этой ячейки также. Можно также сделать следующим образом: номер измерения 1, 2, затем выделить их. Мы задали некоторую закономерность и можем ее протянуть и продолжить эту закономерность. Вот следующим образом. Это удобно. Сейчас давайте рассмотрим особенности устройства кнопок. Все кнопки выглядят следующим образом, вот как здесь. У них есть цветовой фон достаточно светлый, толстая рамка того же цвета, но более насыщенного оттенка, и еще более насыщенного оттенка надпись. Как мы видим, когда мы двигаем курсором по вот этим кнопкам, курсор не меняет свою форму. Это программные кнопки, и они срабатывают при нажатии на любую их область. Вот нажмем, например, здесь с краешку. У нас нет интернета, но кнопка сработала. А вот эта кнопка, меню, устроена по-другому. Когда мы наводим на текст, у нас указатель курсора меняется вот на указательный палец. И также появляется ссылка. Вот такие кнопки срабатывают только при нажатии на текст. Если я нажимаю на область свободную от текста, то ничего не происходит. Если же я нажимаю на сам текст, когда курсор поменял свою форму, то кнопка срабатывает. Мы переходим в меню. Также есть еще один вид кнопок, которые расположены либо сбоку, либо сверху.
здесь в программе QC Asphalt мы видим их сбоку. Они предназначены для того, чтобы сворачивать блоки или разворачивать их. В данном случае мы сворачиваем. Минусик превратился в плюс. И мы можем его развернуть. Это может быть полезно, когда у нас большой масштаб. Сейчас я увеличу. Ctrl и колесико от себя. И у нас нижняя часть прокручивается, но слишком мало места остается для того, чтобы видеть ее. И вот в такой ситуации это может быть полезно. Вот теперь гораздо больше места. Сейчас я покажу, как это выглядит в программе QC Galiot. Вот у нас тоже есть прокручиваемая область. Мы можем свернуть блок и увидеть гораздо больше. Также у нас есть, вот перейдем на лист с деталями расчета, такие же кнопки сверху. И мы можем сворачивать целые блоки, которые сгруппированы по смыслу. Например, вот так вот. Разворачивать. Что еще важно отметить, что вот то состояние, в котором установлены эти блоки, свернуты или развернуты, именно в таком виде все это попадет в опубликованный отчет. В Excel будут также доступны вот эти кнопки, и, соответственно, их можно будет их развернуть. А вот в PDF все попадет жестко в том виде, в котором оно было зафиксировано. И если что-то было свернуто, то увидеть содержимое свернутого блока уже не получится. Поэтому будьте внимательны. То есть используйте эти кнопки для того, чтобы увеличить область прокручиваемой зоны, а также для того, чтобы спрятать, может быть, излишне детальную информацию на листе с деталями расчета, чтобы в опубликованных отчетах детальной информации было меньше. В PDF этой детальной информации не будет вообще. В Excel она будет, ее может быть при желании открыть и посмотреть. Так что пользуйтесь такими кнопками, тоже удобные, но пользуйтесь внимательно. Есть еще один момент, связанный с выбором значений списка. Большинство ячеек для ввода на светло-зеленом фоне обычные. Мы туда просто печатаем значения. Но некоторые поля помечены такими вот треугольничками с краю. Это значит, что когда мы их выбираем, слева появляется, точнее с краю появляется кнопочка, которую нужно нажать и выбрать значение списка. То есть значение может быть только из этого списка, никаких других значений быть не может. Вот мы можем выбрать, кликнуть, и оно, соответственно, применится. Вот такие поля. Они есть на разных листах, не только на главном. Язык также переключается и помечен таким образом. На листе с настройками тоже могут быть такие поля. При этом в программе Galiot у нас есть вот такие поля, которые отвечают на вопрос «да», «нет». И у этих полей таких пометочек нет. Но для них и так очевидно, что у нас возможно только два значения, и их нужно выбрать из списка. В общем, смотрите внимательно, что если когда вы выделяете некоторое поле, и слева появляется такая кнопочка, то это значит, что ее нужно нажать и выбрать нужное значение. На этом про выбор значений списка все. Также обратим внимание, что у нас присутствуют вот такие вот строки голубым шрифтом. В них содержится информация о программе, ее релизе, а также полезные ссылки. Ссылка на ролики в YouTube, ссылка на скачивание последнего релиза
программ QCA, ссылки на страницы в Facebook QCA и Leverage for Excel. Также такая строчка присутствует внизу и в других разделах, например, в настройках. При этом важно отметить, что вот эта вся область, и в том числе эти строки и эти ссылки, попадают в опубликованный отчет. Поэтому в любом опубликованном отчете вся эта информация также содержится, и можно воспользоваться этими ссылками. То есть, имея хоть один отчет, вы можете получить всю необходимую информацию с помощью YouTube, скачать релиз, перейти на страницы с новостями, на странице Facebook, программ QCA, компании Leverage for Excel. Все доступно и удобно. Пожалуйста, пользуйтесь. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.